Всех приветствую, дорогие друзья! Мы отправляемся по программе Качанг, новогодний тур. Есть также стандартный тур. Кто хочет заказать на 2 дня, 1 ночь, можно у меня найти в описании ссылочки или написать мне на WhatsApp. Итак, начинаем. Качанг – архипелаг, который состоит из множества островов. Ехать от Паттайи до него 4 часа по суше и час на пароме. Посередине между Качангом и Паттайей есть остановка на релакс, так скажем, тайм. Это водопад Намток Лиу. Замечательное место, которое вот сейчас вы видите. Состоит он из нескольких бассейнов. Крупные 3 бассейна. Самый последний как раз сейчас наблюдаем. Здесь водятся рыбки с карпами. Вода прохладная, но до чаш нужно подниматься, физическая нагрузка сделает вас горячими, поэтому освежающая прохладная вода в горах самое то. Глубина, смотрите, чаши 3 метра достигает в некоторых местах, поэтому нужно аккуратно. Итак, продолжаем свое путешествие по извилистым дорогам Качанга. Мы прибываем в отель Splash Качанг. Есть другие варианты размещения. Splash не самый дешевый, поэтому есть варианты других отелей. Итак, смотрите, территория ухоженный, отель новый. В номерах все чистенько, есть кровать, диван, балкончик. Несколько видов номеров, выбираете сами. Мы взяли смежный номер, так как у нас 4, соседние номера. Пришлось лазить через кусты. Пришлось повозиться с выключателями, чтобы найти, какой выключатель отвечает за какой свет. Их очень много. Они есть у кровати, прямо в изголовье кровати, рядом, внизу, наверху, возле туалета, возле мини-бара и так далее. Ну, номера нам очень понравились. Смотрите, есть комплимент. Немножечко свежих фруктов. Душ, туалет. В душе есть теплая вода. Полотенца для душа, также для пляжа. Синенькие вы видите только что. Есть мини-бар, кофе, чай. И бутылочки воды бесплатные. Каждый день меняются. Зонтики на случай дождя. Но дождя высокий сезон практически не бывает. Халаты. В халатах можно выходить прямо на территорию отеля до бассейна. В душе помимо теплой и холодной воды есть мыло, шапочка для душа, шампунь и гель. Итак, мы приехали, разместились, погуляли по пляжу. Пляж в этом отеле небольшой, но есть лежаки и очень даже симпатичный, милый, экзотичный пляж. Вода прозрачная. Итак, наступило утро, мы отправляемся на завтрак. Домики для духов. По утрам тайцы обязательно зажигают благовония, чтобы задобрить духов. Посмотрите, и преподносят им еду. Обратите внимание, что утром есть небольшой такой туман. Но на самом деле очень тепло, никаких кофт не нужно. Итак, поднимаемся мы в ресторан. Завтрак нас приветствует хлебом, солью. Есть сэндвичи, булочки, в общем, стряпнина, тосты и так далее. Каждый найдет себе все, что он хочет по вкусу. Свежие фрукты, тайская еда, вафли, сыр, нарезочка, супчики, европейская еда также. Салаты, омлет готовят прямо при вас. Выбираете, хотите просто яичко или омлет с овощами, с сыром, с чем хотите. Итак, плотный завтрак обеспечен. Каждый найдет себе все, что он захочет. Кофе также здесь есть. У отеля располагается небольшой кусочек пляжа, но он настолько экзотичный. Это, смотрите, если налево отойти, есть небольшое кафе, где можно посидеть с видом на море. Вот. Прямо находятся шезлонги, купаться можно везде. Справа вот ресторан, точнее бар. Территория великолепная. Итак, отправляемся мы на однодневный тур по островам, снорклить в акватории Качанга. Очень много островов. Значит, довозят нас до пирса.
Затем мы идем по вот этому, он считается ночной рынок морепродуктов, но и утром он тоже работает. Здесь есть и сувениры, и одежда, и даже комнаты в аренду. Пирс достаточно, долго идти на самом деле, минут, наверное, 10 до корабля. Итак, садимся на корабль, где уже все готовится. Омлеты, рис, суп. Это будут выдавать нам на обед. Но случилась неприятная неожиданность. Наш корабль сломался. Видите, какой он красивый, да? Вот такой, как из кинофильма. Ну, вода обалденного цвета, просто невероятного. Итак, мы поменяли корабль, перенесли всю еду и воду нам на другой, попроще. Ну, нам от этого настроение не испортилось. Итак, перекус на корабле, курочка, омлетик, супчик. Все не острое. И мы подъезжаем к первому острову, на который будем высаживаться. Рыбок на острове мало, поэтому без масок мы туда выходим. Цвет воды, обратите внимание, это просто космос. По мостику перемещаемся и 40 минут купаемся на первом острове. Больше всего мне запомнилось именно это место. Может быть, камера так не передаст, как это ощущается на самом деле. Белоснежный хрустящий коралловый песочек. Кораллов очень много, кстати. Сын порезал ногу, случайно заходя в воду. Но есть security, есть медработники, которые тут же обработали рану, поэтому ничего страшного. Все, купаемся, наслаждаемся. Прозрачная, теплая вода. И далее нас ждут еще 3 острова, на которые мы уже не будем высаживаться. Там только снорклинг происходит, то есть это тогда, когда мы с масочками смотрим рыбок под водой. Обалденные кораллы. Вообще это национальный заповедник, где охраняется природа. Берется входной билет с каждого иностранца, с каждого тайца. То есть это все, конечно, не бесплатно для посещения. Входит в стоимость тура. Далее напитки на корабле в виде воды. Вода бесплатная, значит, кока-кола отдельно приобретается. Снаряжение бесплатное. В общем-то, мы поехали без денег, больше ничего не платили. Итак, возвращаемся мы уже к вечеру по темноте и идем на новогодний ужин. Нас встречает welcome drink. Есть алкогольные и безалкогольные травяные напитки и закусочки к ним. 6 часов вечера. Не очень удачное время для начала ужина. Честно говоря, до 8 мы уже наелись и не смогли досмотреть всю концертную программу до конца. Так, нам выдали именной конверт. Там будет розыгрыш лотерей. Сразу скажу спойлер, мы ничего не выиграли, но это не беда. Ужин, в общем-то, новогодний гала-динер нам очень понравился. Единственное, что 6 часов до 12, конечно, никто не сможет высидеть. Но большая часть туристов все-таки осилила до 12. Итак, фрукты. Сезонные фрукты, кексики, тортики, сосиски немецкие, перченые, обычные, свиные, куриные, говяжьи, морепродуктов было очень много. Посмотрите, в каком стиле оформлен ужин гала-динер. Это стиль floating market, то есть стиль плавучего рынка. Такой традиционный тайский рынок, где с каждой лодки продается какая-то тут же приготовленная еда. И вот в таком стиле они сделали, что в виде плавучего рынка. Очень интересно. И баранина, и свинина, и семга, значит, картошка вареная. Я нашла вареную картошку, просто оторвалась. В Таиланде это редкость. Рис, тайские блюда, это в виде каумангай называется, соусы. Выбирайте, с чем вы хотите, рис с мясом или с морепродуктами. Все очень симпатично и достойно выглядело.
Замечательная концертная программа на протяжении 7 часов, вот прямо с 6 до часу ночи. Фаер-шоу. Дискотека, ну и, конечно же, новогодний салют. Вернулась я уже к 12 часам одна, дети не выдержали, легли спать. Поздравляю всех с Новым годом! Дальше будет шумный салют, досматривайте до конца, подписывайтесь. С Новым годом!